Ребят, я всех приветствую. Сегодня я хочу посмотреть, как работает вольтовая магия ваша и у вашего врага. Под эту магию, знаете, сейчас времена забавные пошли. Можно подписать и вуду, и все, что связано с вашим биологическим материалом, и фотографии туда же, потому как изгаляются все как могут. Итак, два варианта. Это будет для вас. И для вашего недоброжелателя. О, 3 карты пошло. Ну, пусть будет 3. Я пока это вот так вот отложу. Почему именно эта тематика? Потому что актуально. Потому что в последнее время их прямо выкручивает на вот эти все подделки, давайте скажу так. Вот для них 2 карты, для вас. Для кого актуально, наблюдайте. Если не актуально, ребят, здесь солнце и 9 пентаклей. Вам обязательно нужно это попробовать. Хотя бы знаете для чего? Для того, чтобы нейтрализовать то, что делают ваши недоброжелатели. Очень хорошо пойдет. Кто уже этим пользуется, отлично пошло. Причем так жестко в нападении. По сердечной чакре ударила и по любятине вашему недоброжелателю. Недоволен тем, что имеет. Да, королева кубков, туз кубков и 4 кубков. Ну, значит, так и надо ей. Опять баба у нас всплывает. Очередная нервно-истеричная, недолюбленная мадам. Здесь высшие силы закольцовки накинули на вашего недоброжелателя. Возвращается ему все то, что он делал вам. Итак, давайте смотреть, как вольтовая магия у вас проходит. А вы дистанцировались от неприятных людей для вас. Вы ушли от конфликтных ситуаций через шаманизм. Через то, что вы не принимаете чью-то сторону. То есть, если были треугольники, вообще не важно, в какой сфере треугольники. Там, где трое не умеют договориться и... Ну, бывает такое. Двое общаются нормально, а у третьей стороны там зависть вылазит. Вот вы решили уйти. И от одной, и от второй стороны, как говорится, пусть скубутся в том дерьме сами. Ого, ого, ребятушки, ну королева мечей и фортуна. Как вы думаете, как проходит ваша вольтовая магия? Отлично проходит. У кого-то 12 месяцев, у кого-то, ну вот год, да? Что-то как повторяли, возможно. С птицами вопросы. Если вы в вольтовой магии использовали перья, вообще отлично.
Вы как начали, знаете, в чем на бытовом уровне начала проявляться качественная работа Вольта? Вас как начали слышать. У кого болело горло, прекратились вот эти все моменты. Знаете, могли из-за малейшего там простудились и что-то хватали. Здесь не хотели, чтобы вас слушали. Не хотели, чтобы вы говорили то, что вы знаете, думаете и можете предвидеть. Да ну, ребята, отлично у вас тут мир. Я все-таки уточнила по поводу колеса фортуны. Здесь рост, здесь наследство от предков духа вашего рода, награда. Положительный для вас исход. Но опять же таки, это даже здесь по дну колоды 20-й аркан и шестерка жезлов. Здесь успех, победа. Почести, публичные, причем почести для вас. Смотрите-ка момент, да, о чем я хотела сказать. Забыла, значит забыла. Короче, накостыляли вы еще вдогонку вашему недоброжелателю. Так что, вот что я хотела сказать. Ребят, вот этот вот раскладец для тех, кому уже пришла пора доставать меч и рубить головы всякой нечисти, которая возомнила себя богами и вершителями судеб. То есть здесь для тех, кто санкционированно использует свои знания, умения и силы. Иерофант. На погосте работано. Если нет, то работайте. Очень хорошо пойдет. Там работа высших и низших. Будет, знаете, на какой аспект? На ваши желания, на ваши мечты. Я уточню семерку кубков. Да, ребят, у вас очень большие планы по поводу своей жизни, воплощения своего дела, своего детища, либо это хобби, не суть важно. Здесь высшие силы вас услышат, здесь все ваши надежды будут осуществлены, причем, я повторюсь, это надолго будет. Здесь энергообмен будет хороший с высшими, с вашими. Короче, ваши планы будут осуществляться. Сразу они будут прописываться на других инстанциях, на других высотах, а потом уже и материализовываться в нашем мире. Уточнила двойку кубков, девятка пентаклей идет. По любви может быть вопрос. Да, может быть. Но все же здесь, если любятинка интересует, здесь по поводу встречи второй половины, ну вот мало процентов, ребят, мало. Вы еще в переосмыслении насчет второй половины. Здесь вы закрылись. То, что вам предлагают, вам не нравится. Вы еще думаете. Даже еще ищете себя, возможно. Вы что-то здесь анализируете, да, возможно, как выстраивались предыдущие отношения. Ну, здесь будет какое-то предложение. Любятина там и до 30% из 100 не дотягивает. Все остальное занимают ваши планы, надежды, позиции, мечты, желание чего-то достичь. Здесь энергообмен с людьми будет отлично налажен. Вот так-то. Эти я возвращаю в колоду. Так. А вот теперь посмотрим по вашему недоброжелателю. Как у него что идет? Ой, человек очень самоуверен. Постоянно в кабале вот этой магической всякой, извините, хуеверти находится. Понимаете?
Горделивая личность, значит, удача, сила мне должны принадлежать, победа за мной. И вот в чем парадокс. Я долго думала, какую карту, помните, их две я достала там. И здесь девушка проходит. Дело в том, что человек-то боится. Здесь этой женщиной в ее 28 лет была совершена какая-то ошибка, оплошность. И к 34 годам это все набрало, ее 34 годам ее набрало обороты. Если вашему недоброжелателю где-то в промежутке, значит все еще только в процессе. Здесь человек боится. Очень огромные, большие страхи того, что все разрушается. Этому человеку показывают намного больше, нежели он мог себе представить, как все устроено. Человек не понимает, что все люди особенные, он считает себя особенной. Очень много пафоса, самомнения и, знаете, как воображение зашкаливает у персонажа. Еще такой момент. Делает и боится. Опа-па-па-па-па-па. Как проходит вольтовая магия? Йова проходит магия. Вольтовая, потому что здесь определенные энергии, просто крадники кидают на человека. Власти закона хочет, но при этом очень много лжи, сплетен, болтовни о той же своей якобы способности, понимаете? Намеки получает, ни черта не осознает. Причудов очень много у человека. Планы проваливаются. Очень злится человек. Как проходит вольтовая магия? Никак не проходит. Здесь женщина, которая убивается за мужиком, за каким-то, который должен, по ее мнению, ее содержать, он для нее туз пентаклей. Дальше рыть не хочу вообще в этого персонажа, там слишком все банально уже. Я надеюсь, вы поняли, о каких людях и личностях я здесь говорю. Здесь барышня, которая не знает, кто она и что она, и одиночество это для нее сравни смерти. Почему? Потому что привыкла держаться за член. Вот член — решение всех проблем. Так что здесь крадники, здесь человек враждует с окружением, здесь все, кто имеют полномочия, власть, при власти, при чинах, все нахлобучивают эту подруженцию. И здесь определенные силы ее провоцируя на определенный гнев, срезают ее защиты, накидывают на нее других людей и плюс еще силы, крадники на нее ставят. Это вот прям крадут, понимаете? А что они крадут у нее? Ого! Сейчас, секунду. Смотрите, вот это да, вот это да. Значит так, если это... Здесь наказание, здесь было предупреждение человеку, что идет тебе наказание. Посланник был послан, причем предками, духами ее рода. Предки, духи ее рода, они, именно они, отрезали ее от своей системы, и сейчас у человека начинают рушиться дела, взаимообмен с другими людьми. Вот там, где думала, что соберет плоды своего труда, все разваливается. Здесь человек мог обращаться к бабушке, к матери, либо к какой-то женщине. Вот она и прямо, валит. Родовая система этого человека просто валит ее. И говорит: нет,
не туда идешь, будем останавливать до тех пор, пока не сообразишь. Уже наказание пришло, уже в закольцовке, 10 мечей. Все. Печаль, слезы, отчаяние. Не может ни на какую ситуацию вообще каким бы то ни было образом воздействовать. Ее не слышат, к ней не прислушиваются, ее мнение вообще ни во что не ставят. И здесь еще кого-то из ныне живущих из рода потянуло. Прям потянуло еще 2 человек за собой в это наказание. Знаете, как начала срываться на своей же родне, мне хочется сказать. Вот так вот идет. Да... Довольтовалась подруженция ваша, ребят. Что здесь еще сказать? Довольтовалась. Как? Да в страхах сидит вся. Потому что знает, за что штрафы летят. А там еще и процент капнул. И дело в том, что, понимаете, как? Здесь бежит к роду, типа, за помощью к своему. А род это... Он имеет силу при определенных моментах и тому подобное. Это очень долго рассказывать. Там роду был поставлен ультиматум другой силой. Мол, давайте либо вы учите, либо отодвигаем вас и вдолбим по полной. Просто срежут роду. И вот пока еще родовая система человека ведет, но вот этот вот, знаете, дамоклов меч уже навис над головами и душ из этого рода, к кому ваш недоброжелатель обращается, и непосредственно над этой барышней. Она прекрасно это осознает. Подсматривает за вами. Слушайте, как бы мне не хотелось, девочки и мальчики, здесь любятина, здесь магия, привороты, отвороты, крадники на вас были. Блядь, да что ж они не гомонятся никак. Такие больные какие-то, часово, блядь, ты сделал какую-то дрянь, ты отхватил. Какого ляда ты лезешь? Кому что ты хочешь доказать? Что ты умнее, сильнее? Да нет, ты ничтожество. Ты не умеешь признавать свое поражение. Ты не умение вообще вести искусство войны, почитайте, что ли. Вот таким хочется сказать. Хотя какая тут война? Тут просто плебеи, блядь. Извиняюсь за выражение. Понимаете, это мышление плебеев. По-другому я назвать таких людей не могу. За вашей семьей наблюдала. Воровала, крала подклады под дом, под ворота носила, под окна. Мне идет под окна еще. У кого-то чердак, девочки, посмотрите, что-то возле окна на чердаке, и у кого свой дом. Вот или снаружи, как вцеплено в окно, или же на самом чердаке что-то может быть. Значит, здесь либо уводила мужика по справедливости. Сейчас я еще уточню вот эту карту справедливости. И на итог, получается, разрушила ваше, а теперь все рушится у нее. Все, что касается дома. Хотела стать женой, не будет она женой, любимой женщиной. Ее вообще уже не будет никто, ни один мужчина ее не выберет. Нормальный. Какой-то конченый, там алкаш, дурак, который ни к чему не стремится. И то дурак, это слово означает инакомыслящий. Здесь даже нет, не такой. Здесь такой же плебей и будет к ней как бы, подсунут. А она, я так понимаю, падкая напередок, то есть, поэтому там уже дно, все. И болото уже начало сверху порастать камышом.
Здесь все, девяточка мечей на статус императрицы. В ее же доме, в ее деле, в ее бизнесе, в ее офисе, в ее машине. В ее любых делах, к кому бы, куда бы не пошла. Почему по справедливости? Этот мужик что-то не выполнил, возможно, обещал ей, но не выполнил. Либо же не получалось. Короче, она хотела от него забеременеть. Вот мое и все. Здесь и знаний ваших хотела, и богатства от этого мужика хотела. А вот для вас вообще вот эта ситуация с этим мужиком как? А что он к вам? Он как будто от вас уходил или что, я не могу понять. Ребят, подстраивайте под свою ситуацию. Как будто бы ушел, но потом захотел семьи или вернуться, а вы здесь, вы с ним как в болоте были, а потом выстроили просто границы и не подпускали к себе. Если это не мужик, здесь ваше дело, ваше детище. То есть, ну, пожалуйста, анализируйте, да, интуицию подключаем, ребятки. Вы выстроили границы и дали пропиздончика всем, кому не лень. Да, здесь на вашу пару была наведена магия. Но здесь, ребята, я вам хочу сказать так, лично вот для тех, кто смотрит, выбрал этот вариант на своих недоброжелателей, благодарите ваш род, это предки, духи вашего рода, вот этого красавца от вас отвели. Я не буду копаться сейчас дальше, что он там наделал. Он не показывал своих эмоций, давайте, если коротко, он не ценил, не вкладывал в вас свое время, свои эмоции, свои мечты, надежды, планы, понимаете? Жил, видимо, в свое рыло. Это если совсем коротко. Здесь предки, духи вашего рода привели вот эту вот кобылу. Далее, вот чтобы магия сработала на него. И вас как увели от вот этого болота, от вот этой грязи, от вот этого... Понимаете, он вампирил вашу энергию. Если у вас есть общие дети, похабное отношение к детям. Ему просто срано на них было. Болеет, не болеет, есть что кушать, нету, плевать. Мои интересы превыше всего. Здесь предки, духи рода вашего вас отвели от этой ереси. И именно поэтому сейчас вы в первом варианте по вольтовой вот этой магии, да, что я сейчас рассказываю, а ваши недоброжелатели вот здесь. Потому что иногда то, что нам надо, это не совсем то, что нам хочется получать от Вселенной. И это факт. И мы должны научиться принимать то или иное событие в жизни с благодарностью. Потому что определенным энергиям всегда лучше знать, к чему мы придем. И они для нас стараются просчитать наиболее лучший вариант. Ну а там выбор за каждым из нас. Добра этого мира всем осознанным. Пока-пока.